BlackView в последнее время выпускает много новых смартфонов, и почти все они ударопрочные. В одном из прошлых видео мы про такое как раз говорили. У меня же в руках что-то новое, BlackView A53. Давайте разбираться. BlackView A53 Pro построен на базе чипсета MediaTek MT6765 Helio G35. На борту имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ быстрого накопителя. За графику BlackView A53 Pro отвечает PowerVR GE8320. Хоть этот смартфон звезд неба не хватает, но для подавляющего большинства повседневных задач этого хватит с головой. Ровно как и для не особо требовательных игр. Объем встроенного накопителя BlackView A53 Pro слишком мал по современным меркам. Вам придется постоянно что-то удалять, если вы снимаете много фото или видео. С играми тоже особо не разгуляешься, но для музыки должно хватить, если у вас коллекция не из десятков тысяч треков. Объем хранилища, конечно, можно увеличить с помощью карты microSD. И хотя бы за это BlackView большое спасибо. Экран BlackView A53 Pro размером 6,5 дюймов с разрешением 720 на 1600 пикселей выполнен по технологии IPS. Такой тип дисплея очень хорошо зарекомендовали себя в мобильных устройствах, благодаря отличным углам обзора и хорошей цветопередаче при невысокой стоимости производства. Несмотря на массу преимуществ, у мобильных устройств с IPS-экраном есть один недостаток, который для некоторых может быть решающим. Это отсутствие Always On функции, то есть в режиме сна устройство не может отображать время и прочую информацию. Либо это будет слишком затратно. Особенность IPS в том, что подсветка экрана либо включена для всего экрана, либо вообще выключена. В отличие от OLED, для IPS-экранов с точки зрения энергопотребления нет разницы, используете ли вы светлую или темную тему. Автономность зависит только от яркости экрана. К сожалению, запаса яркости на BlackView A53 Pro вам будет не хватать в большинстве ситуаций. Однако в условиях помещения или в пасмурный день яркости BlackView A53 вполне достаточно для комфортной работы. С другой стороны, невысокая пиковая яркость благоприятно влияет на автономность BlackView A53 Pro. У экрана BlackView A53 Pro стандартная частота развертки 60 Гц. Для неискушенных пользователей этого достаточно. Однако, если вы привыкли к экранам 120 Гц и выше, плавность интерфейса вам может показаться недостаточной. Во многом это зависит от скорости экрана, но стоит иметь в виду, что более высокая частота экрана быстрее разряжает аккумулятор. Дисплей этого смартфона достаточно четкий, но немного не хватает контрастности. Особо придирчивые пользователи даже смогут разглядеть пиксели, так как дисплей BlackView A53 не может похвастаться высокой плотностью точек. Некоторым может не понравиться цветопередача. Если вы увлекаетесь фотографией или снимаете много видео, имеет смысл рассмотреть модели с более качественным дисплеем. Если вас не смущают аппараты с толстыми рамками, а больше волнуют характеристики, BlackView A53 Pro будет хорошим вариантом. Функциональность и эстетика какая-никакая тут присутствует. Основная камера BlackView A53 Pro имеет разрешение 12 мегапикселей. 12 мегапикселей это более чем достаточно для любых сюжетов. В конце концов, неважно на что вы фотографируете, руки куда важнее. Вот несколько фотографий на этот смартфон. BlackView A53 располагает встроенной батареей емкостью 5080 мАч. Есть быстрая зарядка мощностью 10 Вт. Беспроводной зарядки нет. Bluetooth версии 5.0, NFC также нет. На рынке много интересных вариантов со схожими характеристиками, но этот смартфон можно рассматривать только при ограниченном бюджете. Если же вы ищете что-то более защищенное, посмотрите вот это видео.